известен как, он был как известен как Нимай Пандит, он был грехасой. And he had a school teaching Sanskrit and logic. И у него была школа, где он преподавал санскрит и логику. He was a very famous pandit, Brahmin pandit. Он был очень знаменитым пандитом, браманом. And he would engage in debate with other scholars. И он имел обыкновение участвовать в дебатах с другими учеными. And he was able to defeat everyone. И он был способен победить каждого. Actually, before he accepted initiation from Ishwara Puri, he didn't manifest himself as a devotee. И на самом деле до того, как встретиться с Ишварой Пури, он не проявлял себя как преданный. But just as a expert Brahmin pandit. Но был известен как такой очень опытный браман-пандит. And Navadvip was a famous place of scholarship. И Навадвипа была известным местом учености. So the Brahmin scholars, they would move there and live there and study there. И с разных мест браманы, ученые браманы стекались туда, чтобы там изучать духовную науку. Not just духовную науку, but, Ну, чтобы изучать шастры, логику и грамматику. Yeah. So, even the parents of Lord Chaitanya, Jagannath Mishra Sachimata, they were born in far from Navadvip in northeast Bengal in the district of Sylhet. И даже родители Господа Чайтаньи Махапрабху, они родились далеко от этого места. Они родились в юго-восточной Бенгалии, в северо-восточной Бенгалии, в районе, известном как Силет. Also, Advaita Acharya came from that area. И Адвайта Ачарья также происходил из того же места. Actually, the now ISKCON has a beautiful temple there at Advaita Acharya's birthplace. И сейчас Искон имеет очень красивый храм в месте явления Адвайта Ачарьи. On the banks of a very clean and beautiful river. На берегу очень красивой и чистой реки. Это Бангладеш. Немножко трудно попасть туда. Надо на реке, на катере, да, на катере. Yeah. Только, на мотоцикле можно. Но далеко не так удобно. Хотя я слышал, что они строят дорогу. Может быть, скоро будет открыт. Also, birthplace of Madhavendra Puri there nearby. Также место явления Мадхавендры Пури находится там рядом. And some devotees actually came from southeast Bengal, as you mentioned. И некоторые преданные происходят из юго-восточной Бенгалии. There Pundrik Vijayanidhi, Mukunda Datta, Vasudev Datta. Пундарик Видянидхи, Мукунда Датта, Васудев Датта. So like that, scholars, devotees from different parts of Bengal, they moved to Navadvip. И таким образом ученые и преданные с разных частей Бенгалии, они приезжали в Навадвипу и жили там. And the devotees came by the arrangement of the Lord, obviously, to help him in his pastimes. И преданные приходили туда по плану Господа, чтобы помочь ему участвовать в его играх. But Brahmins, Pandits, like to gather in that place. Ну и так или иначе, браманы и пандиты, им нравилось собираться в этом месте. Before he took initiation, one
famous pastime took place. До того, как принять инициацию, одна очень знаменитая история приключилась с ним. There was a famous pandit called Keshav Kashmiri. Был один известный пандит Кешав Кашмири. He was a great devotee of Mother Saraswati, the goddess of learning. Он был преданным богине Сарасвати, богине учености. He was known as a Digvijay Pandit. Он был известен как Дигвиджай пандит. Dig is direction. Дик означает направление. And Vijay is победитель, yeah, victor. Виджай означает победитель, да. So he was, problem, да, problem. So very famous, and anyone, any pandit that he met, he would debate with them and defeat them, and they would become his followers. И он имел обыкновение встречаться с разными пандитами, побеждать их, и они становились его последователями. So he came to Navadvip. И он прибыл в Навадвипу. And although there are many expert scholars and pandits there, they were feeling some fear of this Keshav Kashmiri. И хотя там было много известных ученых и пандитов, они чувствовали страх перед этим Кешава Кашмири. Who shall we send to debate with this pandit? И они размышляли, кого же нам отправить на дискуссию с этим пандитом. We don't want to be embarrassed, we don't want to be defeated. И они думали, мы не хотим быть побежденными. Let us send Nimai Pandit. И они думали, давайте отправим Нимай пандита. He is a young pandit, but he is also very expert. Он молодой пандит, но очень такой опытный. If he is defeated by Keshav Kashmiri, at least we'll have the chance to observe, how Keshav Kashmiri debates. Если он будет побежден Кешавой Кашмири, то, по крайней мере, мы сможем увидеть, каким образом Кешава Кашмири он действует. And we can be more prepared to discuss with him. И мы таким образом будем уже знать, как с ним себя вести. But on the other hand, if Nimai Pandit defeats him, we can say, well, he's just a young pandit from our town and he defeated you, and we're not going to talk with you. И если же Нимай пандит победит, то мы тогда скажем, он просто самый молодой пандит в нашем обществе, мы вообще не будем с тобой даже разговаривать. So Nimai agreed and he met with Keshav Kashmiri on the banks of the Ganges. И Нимай согласился и встретился с Кешавой Кашмири на берегу Ганги. And he took humble position. И он принял смиренное положение. That you are a great Digvijay Pandit. Please compose some verses in praise of Mother Ganga. Пожалуйста, ты очень известный пандит, пожалуйста, прославь стихами мать Гангу. Immediately Keshav Kashmiri composed and recited 100 verses. И немедленно Кешава Кашмири составил и тут же произнес 100 стихов, прославляющих Гангу. You see, like the blowing wind. Это было сделано со скоростью дуновения ветра. And after finishing, then Nimai humbly said, "Oh, this very wonderful poetry, very wonderful composition." И Нимай пандит похвалил, это очень удивительная такая получилась композиция, очень красиво. You're a very expert poet. Ты очень такой опытный поэт. But he said,
please permit me to analyze one verse, I think number 64. Но он сказал, пожалуйста, позволь мне проанализировать один из этих стихов, 64, кажется, по номеру. Please don't become angry. He said, I will point out the virtues and the faults in this verse. И, пожалуйста, не злись, я проанализирую достоинства и недостатки этого стиха. There are no faults in my poetry, said Keshav Kashmiri. И Кешав Кашмири, он немножко возмутился, он сказал, нет никаких недостатков в моей поэзии. Anyway, let's hear what you have to say. Ну ладно, послушаем, что ты скажешь. So then, Nimai Pandit described the, good qualities of the verse. И тогда Нимай Пандит начал описывать достоинства стиха. And then he pointed out some defects. И также потом он указал на недостатки, которые были в этом стихе. Let's see. He had called Lord Shiva the husband of the wife of Lord Shiva. Он назвал Господа Шиву мужем жены Господа Шивы. So Nimai said that is redundant. И Нимай сказал, это неправильно, то есть это такое замысел слишком софистический. You see, you've already Запутан. Yeah. You already referred to Lord Shiva. Bhavani is the wife of Shiva. You already referred to Lord Shiva. Why again you're saying husband of the wife of Lord Shiva? И ты уже обратился к Господу Шиве, к ней как к жене Господа Шивы. Зачем ты опять упоминаешь, что муж жены Господа Шивы? Это неправильно. So the Pandit was very astonished at how this boy could even remember one verse. What to speak of analyzing it very expertly. И пандит был потрясен, как этот мальчишка смог хотя бы запомнить этот стих, не говоря уже о том, чтобы его столь детально проанализировать. At night he went home and he prayed to Mother Saraswati. Ночью он отправился домой и начал молиться богине Сарасвати. That, my dear Mother Saraswati, you have always protected me and made me victorious. И он начал и молиться, моя дорогая мать Сарасвати, ты всегда защищала меня и помогала мне одерживать победу. Why have you deserted me today Почему же ты забыла меня сегодня? and caused me embarrassment in this way? И таким образом заставила меня пострадать. And Mother Saraswati replied, you fool. И мать Сарасвати ответила ему, ты глупец. This Nimai Pandit is my Lord, he is the Supreme Lord. И она сказала, этот Нимай Пандит, он является моим господином, это Верховный Господь. You should surrender unto him. Ты должен ему предаться. So in this way, Keshav Kashmiri was humbled. И таким образом Кешав Кашмири был усмирен. So like that, Nimai Pandit was a very expert as a Brahmin and a scholar. И таким образом Нимай Пандит, он был, прославился как браман и как ученый. So it so happened that the great saintly person, Ishwara Puri, one of the foremost disciples of Srila Madhavendra Puri, came to Navadvip. И так случилось, что один великий преданный, Ишвара Пури, один из главных учеников Madhavendra Пури, он пришел в Навадвипу. And stayed about 6 months. И находился там в течение 6 месяцев. And during that time, Nimai Pandit had the opportunity to meet him on several occasions. И в течение этого времени Нимай Пандит имел возможность встречаться с ним в
в разных ситуациях. And also to invite him for prasadam in his house. И также он приглашал его на просад к себе домой. So he was personally serving Ishwara Puri, prasadam, and appreciating his wonderful qualities. Он лично обслуживал Ишвару Пури, угощал, кормил его просадом, и он был очень вдохновлен его возвышенными качествами. So he became very attracted to Ishwara Puri and also to Madhavendra Puri, the spiritual master of Ishwara И Puri. он стал, он очень привлекся Ишварой Пури, а также его духовным учителем Мадхавендрой Пури. Actually, it's described later in the Madhya Lila that Lord Chaitanya, after taking sannyas, he went on a tour of South India. И дальше в Чайтанья Чаритамрите Мадхья Лиле объясняется, что Господь Чайтанья после того, как принял саньясу, он отправился в тур по Южной Индии. Actually, he went on that tour only with one assistant. И он отправился в этот тур всего с одним слугой. With the external reason to find what happened to his elder brother. И внешняя причина его похода была такова, что он хотел найти, что произошло с его старшим братом Vishwarup. Вишварупой. He had taken a sannyas actually. И он принял давно еще саньясу. So in the holy place called Pandrapur, Lord Chaitanya met another disciple of Madhavendra Puri called Sri Rangapuri. И в святом месте, известном как Pandrapur. Пандарпур, он встретил другого ученика Мадхавендры Пури, саньяси по имени Шри Ранга Пури. That Pandrapur is in Maharashtra state. Этот Пандарпур находится в штате Махараштра. To the east of Bombay. Это и восточнее Бомбея. There, Lord Chaitanya initiated Saint Tukaram. И в этом месте Господь Чайтанья дал инициацию святому Тукараму, who spread the Sankirtan movement widely in that area. который впоследствии распространил движение Санкиртаны очень широко по всей этой местности. So far I know our Lokanath Maharaj has constructed a temple in Pandrapur and also in his own village there, which is also in Maharashtra. И как я знаю, что наш Локанат Махарадж, он построил храм в Пандарпуре и также в своей деревне, которая также находится там недалеко в Махараштре. Anyway, Sri Rangapuri, he was a disciple of Madhavendra Puri, so Lord Chaitanya offered him great respect. И этот Шри Ранга Пури, он был учеником Мадхавендры Пури, и Господь Чайтанья оказал ему большое почтение. And he informed Lord Chaitanya that his brother had gone back to Godhead in that place, Pandrapur. И он проинформировал Господа Чайтанью о том, что его старший брат вернулся обратно к Богу именно в этом месте, в Пандарпуре. He also informed Lord Chaitanya that many years before he went to Navadvip with Srila Madhavendra Puri. И он также рассказал Господу Чайтанье, что много лет назад он был в Навадвипе вместе с Мадхавендрой Пури. And there they took prasadam in the home of a very exalted Brahmin called Jagannath Mishra. И там они приняли прасад вместе в доме очень возвышенного брамана по имени Джаганатха Мишра, whose wife was a very expert cook. чья жена была очень хорошим поваром. He could remember the wonderful taste of the curry. Он даже до сих пор помнил очень вкус такой замечательный карри, который она готовила. And that she was very affectionate to the sannyasis and fed them very nicely.
И она очень с большой вниманием и заботой, с любовью относилась к саньяси и кормила их очень хорошо. Sachimata. Шачимата. So at that time, the Lord Chaitanya was just a boy. И в то время Чайтанья Махапрабху был еще просто. But he had the darshan of Madhavendra Puri when he was just a boy. Но он получил даршан Мадхавендры Пури как в своем детстве. So he, when Ishwara Puri visited his house, he felt very honored and very attracted to Ishwara Puri. И поэтому, когда Ишвара Пури пришел в его дом, он почувствовал очень большое влечение к нему. So then Ishwara Puri departed. И потом Ишвара Пури, он ушел из Навадвипы. After some time, Lord Chaitanya's father, Jagannath Mishra, passed away. И через какое-то время отец Господа Чайтаньи, Джаганатха Мишра, ушел из этого мира. So as per Hindu tradition, he went to the holy place called Gaya to perform the Shraddha ceremony, Pinda, offering at the lotus feet of Lord Vishnu. И по древнему индийскому обычаю он направился в храм, в Гаю, храм Господа Вишну, чтобы предложить пинду своим предкам. Which is for the upliftment and liberation of the forefathers. Которая является ритуалом для возвышения и освобождения своих предков. So there he again met Srila Ishwara Puri. И там он вновь встретился с Шрилой Ишварой Пури. And there he begged to become his disciple. И там он обратился к нему с просьбой стать его учеником. So Ishwara Puri mercifully accepted him as his disciple. И Ишвара Пури милостиво принял его своим учеником. And from that time, Nimai Pandit, he became mad in ecstasy from chanting the holy names of Krishna. И с тех пор Господь Чайтанья стал себя вести подобно безумному от воспевания святого имени Господа. And when he returned to Navadvip, he was a transformed person. Transformed. И когда он вернулся в Навадвипу, он был уже совсем другой личностью. Transformed by love of Krishna. Он был полностью изменен любовью к Кришне. Previously, the Vaishnavas used to avoid him. До этого вайшнавы имели обыкновение избегать его. They didn't like to argue about Sanskrit grammar and logic. Им не нравилось дискутировать по поводу грамматики санскрита и логики. But when he came back from Gaya, he called a meeting of the Vaishnavas. Но когда он вернулся из Гаи, он пригласил всех вайшнавов на собрание. And he explained how he had accepted initiation from Ishwara Puri and how it transformed his life and how he just wanted to be a devotee and chant the holy names together with the other devotees. И он рассказал им о том, что как он принял инициацию Ишвары Пури, как это изменило его сердце, и что он хотел бы принимать участие в воспевании святого имени, общаться всегда с вайшнавами. So all the Vaishnavas were overjoyed because he was such a prominent pandit. И все вайшнавы были очень счастливы, потому что он был очень известным пандитом. Just like if some, important person of your city, the university, the rector of the university or the mayor of the city becomes a devotee, everyone will be very happy. Ну, подобно тому, как если, например, в вашем городе какая-нибудь очень известная личность, например, ректор университета или мэр города станет преданным, вы будете, наверное, счастливы. It will give a big boost to your activities. Это очень сильно поддержит деятельность в преданном служении, даст новый толчок. So that was a big event
the famous Nimai Pandit had become a Vaishnava. Это было очень большим событием, что знаменитый Нимай Пандит стал вайшнавом. So he was always chanting the holy names. И теперь он все время воспевал святые имена. Even in his school, he was teaching the students using the holy names. И даже в своей школе он, обучая учеников, он использовал святые имена. Later, Srila Jiva Goswami wrote a Sanskrit grammar based on the holy names. И позднее Шрила Джива Госвами сделал учебник по грамматике санскрита, основанный на святых именах Господа. Harinam Amrita Vyakaran. Vyakaran is a grammar. Harinam Amrita, the grammar of the nectar of the holy names. И она называется Харинамамрита Вьякаран, то есть грамматика на святых именах. So like that, the students also became mad in chanting the holy names of Krishna. И студенты, все его ученики, они тоже стали подобны безумным от воспевания святых имен Кришны. But one day in the ecstasy of the gopis, Lord Chaitanya, he was chanting, Gopi, Gopi, Gopi. Ну и в один из дней, пребывая в экстазе Гопи, Господь Чайтанья взывал, обращаясь, Гопи, 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 призывая их. And one student criticized him, why are you chanting Gopi? You should chant the name of Krishna. И один из студентов начал его критиковать, зачем ты повторяешь Гопи, почему ты не повторяешь имена Кришны? And Lord Chaitanya chased him away with a stick. И Господь Чайтанья прогнал его своей палкой. And a student ran to where the other students were, and they got together in a group, and they were saying, who is he to criticize us? И он направился к другим ученикам, они там вместе собрались и начали его критиковать. Кто он такой, чтобы нас наказывать? So then the Lord thought, people don't respect me because I'm a grahasta. И Господь начал размышлять, что люди не уважают меня, потому что я грехас. Better I accept the sannyas order of life. Лучше я приму уклад жизни саньяси. Then they will show respect and listen to my teachings. Тогда они будут оказывать почтение и слушать мое учение. In this way, he decided to take sannyas. И таким образом он решил принять саньяс. There was a sannyasi nearby called Keshava Bharati. Рядом находился один саньяси по имени Кешава Бхарати. He was actually a Mayavadi sannyasi. Он был майявади саньяси. But for convenience, in order to take sannyas quickly, the Lord went there and accepted sannyas from him. Но для того, чтобы, поскольку приятное время, и чтобы поскорее это все сделать, завершить, Господь Чайтанья направился к нему и принял саньясу у него. In the village of Katwa. В деревне по имени Катва. Not so far from Mayapur. Это не так далеко. Actually, Lord Chaitanya, during the ceremony, he recited the sannyas mantra in the ear of Keshava Bharati and asked him, is this a correct mantra? На самом деле произошло так, что на церемонии принятия саньясы Господь Чайтанья сам произнес саньяса мантру в ухо Кешава Кашмири и спросил, Кешава Бхарати. Кешава Бхарати, и спросил, это та мантра? And in that way it said that he initiated actually Keshava Bharati. И таким образом есть объяснение таково, что на самом деле он инициировал Кешава Бхарати. So when he accepted sannyas, 3 personalities were with him. И когда он принимал саньясу, 3 личности было с ним. They were Nityananda, Prabhu, Chandrasekhar Acharya and Mukunda Datta.
Это были Нитьянанда Прабху, Чандрашекхара Ачарья и Мукунда Датта. So after taking sannyasa, Lord was in transcendental ecstasy, and he wanted to go to Vrindavan. And in fact, he thought he was in Vrindavan. И после того, как он принял саньясу, Господь пребывал в экстазе, и он решил отправиться во Вриндаван. И он на самом деле думал даже, что он во Вриндаване. So he was near the bank of the Ganga. He saw the Ganga. He thought it was the Yamuna. И он был на берегу Ганги, и глядя на Гангу, он стал думать, что это Ямуна. And he asked Nityananda, is this a Yamuna? И он спросил Нитьянанду, это Ямуна? And Nityananda said, yes. И Нитьянанда сказал, да. Let us cross. И давай пересечем ее. So he arranged a boat. И он организовал лодку. But when they reached to the other side, there was Advaita Acharya and all the devotees of Navadip. Но когда они переплыли на другую сторону, там их ждал Адвайта Ачарья и все остальные преданные Навадвипы. And Lord said, this is not the Yamuna, you have cheated me. И Господь сказал тогда, это не Ямуна, ты обманул меня. But Advaita said, actually, it is on that side, it's Yamuna, because Yamuna and Ganga join together at Prayag, and they are flowing together. That side is Yamuna, this side is Ganga. So yes, what Nityananda Prabhu said is correct. Но Адвайта Ачарья, он привел такой аргумент, он сказал, но Нитьянанда прав, та сторона на самом деле Ямуна, то есть Ганга и Ямуна, они соединяются в Праяге, но они плывут параллельно. Одна сторона это Ганга, другая Ямуна, и та сторона была Ямуна. So let us go to my house. Таким образом, Нитьянанда прав, и давайте теперь отправимся в мой дом. See. So Lord Chaitanya agreed, and he went to Advaita's house in Shantipur. Господь Чайтанья согласился, и он отправился в дом Адвайты в Шантипуре. And stayed there for about 10 days. И находился там в течение 10 дней. All the devotees, you know, they were very sorrowful to see that he had cut off his beautiful long hair. И все преданные, они там были немножко так неудовлетворенными от того, что он свои красивые длинные волосы сбрил. And that he was planning to go to Vrindavan, a faraway place. И он также планировал отправиться во Вриндаван, место такое очень далекое. But Mother Sachi, she got opportunity to cook for the Lord for the last time. И у матери Шачи была возможность приготовить для Господа последний раз. And they had ecstatic kirtans for about 10 days. И там проходили экстатические киртаны в течение где-то 10 дней. And Mother Sachi requested him, please don't make your headquarters in Vrindavan. It's too far away, too dangerous for the devotees to go there. Please make your headquarters in Jagannath Puri. It's easy for the Bengali devotees to come and go. И мать Шачи обратилась к нему с такой просьбой: ты хочешь сделать свой штаб-квартирой Вриндаван, но это так далеко. Пожалуйста, сделай свою штаб-квартиру в Джаганнатхапури, и тогда бенгальским преданным будет легче посещать тебя. So Lord agreed. И Господь согласился. And as we know, he went to Puri for about 6 years. He went traveling in South India. He went to Vrindavan. И мы знаем, что он направился в Джаганнатхапури, и потом где-то в течение 6 лет он путешествовал по Южной Индии, потом был во Вриндаване также. So he took sannyas at the age of 24. Он принял саньясу в возрасте 24 лет. For about 6 years, you know, he traveled, came and went from Puri. И где-то в течение 6 лет после этого он путешествовал, уходил из Пури, потом возвращался. And then finally at 10 years he remained in Puri. И потом в течение 10 лет он находился... 18 лет. 18 лет он находился в Пури. And the Bengali devotees would come every year for Rath Yatra,
and they would stay there for a few months and associate with the Lord. И бенгальские преданные могли туда приходить на Радхаятру, они могли там встречаться и общаться с Господом. So here I'll read a few verses from this chapter. Я из этой главы прочитаю несколько стихов. Father Nanda, the king of Rajabhumi, is now Mishra, the father of Chaitanya Mahaprabhu. Махарадж, отец Нанда, отец в Раджабхуме, сейчас является Джаганатха Мишрой, отцом Чайтаньи Махапрабху. Tsar Rajabhumi, huh? Царь в Раджабхуме. And Mother Yasoda, the queen of Rajabhumi, is now Sachi Devi, Lord Chaitanya's mother. И мать Яшода, царица в Раджа, она сейчас является матерью Шачи, матерью Господа Чайтаньи. The former son of Nanda Maharaj is now Sri Chaitanya Mahaprabhu. И сам приемный сын Нанды Махараджа является как сам Шри Чайтанья Махапрабху. And the former Baladev, Krishna's brother, is now Nityananda Prabhu, the brother of Lord Chaitanya. И Баладева, брат Господа Кришны, сейчас является Нитянандой Прабху, братом Господа Чайтаньи. Sri Nityananda Prabhu always feels the ecstatic emotions of paternity, servitude, and friendship. Господь Нитянанда Прабху всегда ощущал такие трансцендентные эмоции, заботы, также дружбы и служения по отношению к нему. He always assists Sri Chaitanya Mahaprabhu in that way. И он всегда помогал Чайтанье Махапрабху таким образом. Sri Nityananda Prabhu overflooded the entire world by distributing transcendental loving service. И Шри Нитянанда Прабху, он переполнил весь мир вот этой трансцендентным любовным служением. No one can understand his character and activities. Никто не мог понять его характер и деятельность. Sri Advaita Acharya Prabhu appeared as an incarnation of a devotee. И Шри Адвайта Ачарья, он явился как инкарнация преданного. He is in the category of Krishna. Он относится к категории Кришны. He is Mahavishnu. Он на самом деле Махавишну. But he descended on this earth to propagate devotional service. Но он был направлен на эту землю, чтобы пропагандировать преданное служение. His natural emotions are always on the platform of fraternity and servitude. Его трансцендентные эмоции всегда находились на уровне заботы и служения. But the Lord sometimes treated him as his spiritual master. Но иногда Господь относился к нему как духовный учитель. Actually, Advaita, he felt uncomfortable that Lord is always treating him as his spiritual master, because he was a very senior Brahmana. И Адвайта Ачарья всегда чувствовал неудобство от того, что Господь относился к нему как к своему духовному учителю, потому что Адвайта Ачарья был очень уважаемым, таким почитаемым браманом. He was a god brother of Ishwarpuri. He was a disciple of Madhavendra Puri. Он был духовным братом Ишвари Пури и учеником Мадхавендры Пури. But he wanted that Lord Chaitanya should treat him as an inferior. Но он хотел, чтобы Господь Чайтанья относился к нему как к младшему. So he thought of a trick. И он придумал такую хитрость. He began to preach Mayavad philosophy. Он начал проповедовать философию Майявады. And Lord Chaitanya became very angry. И Господь Чайтанья пришел в гнев. And he ran to the house of Advaita. И он прибежал в дом Адвайты. And he began to punch him and kick him. И он начал его там избивать и пинать. And Advaita's wife was saying, "Stop, he's a very old man." И жена Адвайты кричала: "Остановись, он старый человек." But Lord Chaitanya continued to beat him.
Но Господь Чайтанья продолжал его бить. I cannot tolerate this Mayavad philosophy. Он сказал, я не могу терпеть эту философию Майявады. But Advaita Acharya was feeling very blissful. И Адвайта Ачарья чувствовал себя блаженным. And seeing that, then Lord Chaitanya felt a bit embarrassed. И увидев это, Господь Чайтанья, он почувствовал себя пристыженным, он понял. So the devotees actually, they like to be chastised by the Lord. Ну и преданным нравится иногда, чтобы их наказывал Господь. They consider it great mercy. Они считают, что это великая милость. There was an example actually when Sanatana Goswami, he wanted to commit suicide, but Lord understood what was in his mind, and he chastised him. He said, "These acts of suicide are like in a mode of ignorance." И история произошла с Санатаной Госвами. Однажды он хотел совершить самоубийство, и Господь понял его умонастроение, и он отругал его, сказав, что самоубийство – это действие в гуне невежества. He wanted to commit suicide because on the way from Vrindavan he got a skin disease in the Jharkhand forest. Потому он хотел это сделать, потому что по пути из Вриндавана в Пури он получил очень тяжелую кожное заболевание в лесах. There were sores that were oozing with pus on his body. И у него на теле были такие язвы, болячки, из которых постоянно тек гной. But Lord Chaitanya, every day Lord Chaitanya would come to visit him and Haridas Thakur, and he would embrace Sanatan. Но каждый день Господь Чайтанья приходил ему, и Харидас Такур, и он имел обыкновение обнимать Санатану. And Sanatan felt, I am committing offenses. The pus from my sores is touching a Lord's body. И Санатана Госвами думал, о, я совершаю оскорбление, вот эта вся жидкость, которая мне из этих язв идет, она касается тела Господа. Better when Rath-yatra festival comes, I will fall down under the Rath cart and leave my body. И он думал, ну, лучше, когда начнется Радха-ятра и колесницы будут идти, я упаду под колесо колесницы, образом расстанусь с телом. But Lord Chaitanya understood. He said that, your body belongs to me. Но Господь Чайтанья сказал, это твое тело, оно принадлежит мне. You have surrendered to me, and I wanted to live in Vrindavan, but my mother ordered me to stay in Puri. Но он сказал, что моя мать запретила мне идти во Вриндаван, я хотел жить там, и я вынужден находиться в Пури. But I have many works to do in Vrindavan. Но у меня есть много работы, которые надо проделать во Вриндаване. And I have to do it through you, through your body. И я должен сделать это через тебя, через твое тело. To write books, to, renovate the holy places in Vrindavan. И для того, чтобы написать книги, также возобновить святые места, облагородить во Вриндаване. To build temples there. Там построить храмы. You see, so, you cannot give up your body. И поэтому ты не можешь покинуть свое тело. So anyway, Sanatan, he stayed there for some time in Puri. Ну и так или иначе, Санатана, он еще оставался там какое-то время в Пури. And he was speaking to Jagannatha Pandit. И он разговаривал с Джаганнандой Пандитом. And he was telling him how, the Lord had told him that he had work for him to do in Vrindavan. И он разговаривал с ним и объяснял ему, как Господь сказал ему о том, что он хочет определенную работу, чтобы он проделал во Вриндаване. But how he was feeling disturbed that Lord was only embracing him.
И как он чувствовал беспокойство от того, что Господь его всегда обнимает. So Jagadananda said, well, why don't you stay a little longer till Rath-yatra, then you can go to Vrindavan. Джагананда сказал ему, а что тебе не остаться пока до Радха-ятры и потом уже пойти во Вриндаван? So Sanatana, he told Lord Chaitanya that Jagadananda gave me that advice. И Санатана, он спросил у Господа Чайтани, что вот Джагананда дал мне такой совет. What do you think? Что Господь Чайтанья думает? Lord Chaitanya became very angry. И Господь Чайтанья очень сильно разозлился. Who is this Jagadananda to give you advice? Кто такой этот Джагананда, чтобы давать тебе советы? He is just a new boy. Он просто новичок здесь, You are on the мальчишка. level of his spiritual master. Ты находишься на уровне его духовного учителя. So then Sanatan said, you are making Jagadananda drink the nectar of chastisement, but you are making me drink the poison of praise. Но Санатана Госвами сказал, но на самом деле ты Джагадананде ты даешь нектар наказаний, выделяешь, а меня заставляешь пить яд почтения. So like that, the devotees, they like to be, chastised. They didn't like that Lord Chaitanya would treat them with great respect and reverence. И поэтому преданным нравилось, чтобы Господь Чайтанья их наказывал, нежели чем он их прославлял и оказывал им уважение. But Lord Chaitanya said, I am praising you because you are such an exalted Vaishnava. И Господь Чайтанья говорил, ответил ему, что я почитаю тебя, потому что ты очень возвышенный вайшнав. And then he embraced Sanatan. И он после этого обнял Санатану. And Sanatan's sores disappeared. И все его язвы на теле, они вдруг исчезли. And his body became golden. И его тело обрело золотистое сияние, золотистый цвет. So very wonderful miracle. Это очень удивительное такое чудо, которое сотворил Господь Чайтанья. All the devotees of Chaitanya Mahaprabhu, headed by Srivas Thakur, have their own emotional moods in which they render service to him. И все преданные Господа Чайтаньи, возглавляемые Шривасом Тхакуром, они имели каждое свое умонастроение, в котором они служили Господу. Personal associates like Gadadhar, Swarup Damodar, Ramananda Roy, and the 6 Goswamis are all situated in their respective transcendental moods. Все возвышенные личные спутники Господа, такие как Гададхар Пандит, Сваруп Дамодар, 6 Госвами, они все находились в таких своих особых умонастроениях, в которых они пребывали и служили. And thus the Lord submits to various transcendentally mellow positions. И это позволяло Господу находиться в блаженном таком разнообразном настроении. Okay. So Hare Krishna. These are some excerpts from the Chaitanya Charitamrita. Такой небольшие обзоры из Чайтанья Чаритамриты. Okay. Отрывки. Any question? Какие-нибудь вопросы? Yeah. Спасибо за лекцию. Мы вас давно ждали. Мы счастливы, что вы приехали. У меня такой вопрос. Многие махараджи говорят, что мы в этой жизни были счастливы. Ну вот, по крайней мере, я слышал такое выражение. Но мы знаем, что материальная жизнь – это юдоль страданий. У меня вопрос, а что они имели в виду, чтобы быть счастливыми здесь? Что они имеют в виду?
Но вы сказали много Махараджа, потом вы сказали, что он имел в виду. Именно кто? О, один Махарадж сказал. Много. A few. Что они имеют в виду? Что я имею в виду? Ну, я просто повторяю, что сказал Шрила Прабхупада. Ну, повторяйте, воспевайте Харе Кришна, будьте счастливы. Хотя есть страдания, конечно, но это как касается материального тела, да? Но надо как понять, мы не являемся этим телом, и надо действовать на духовном уровне, надо постоянно как заниматься преданным служением, воспевать святые имена. И от этого как приходит счастье, настоящее духовное счастье. Даже если тело страдает, ничего. Ну, как, например, Шрила Прабхупада, ну, когда он проповедовал на Западе, он уже был как пожилой человек, он часто сказал, что я не знаю, как долго я буду с вами. И у него были как, ну, болезни, да. Зубы, например, как болели. Диабет у него был, да, диабет. Несколько раз инфаркты были, да, по пути в США. Еще раз в 1967 году он должен был вернуться в Индию, остаться 6 месяцев и как восстановить здоровье, потом вернулся на Запад. То, видимо, проблемы, можно сказать, с телом, но ему все равно было, он не обратил большое внимание на это, он просто проповедовал как молодой человек. Даже у него был гораздо больше энергии. Да. Потому что он был на трансцендентном уровне. Он получил настоящее духовное счастье. Ну, продолжайте воспевать святые имена и заниматься преданным служением. И так у вас будет настоящее счастье. Харе Кришна, да, Абхинандан, да. Харе Кришна, Гуру Махарадж. Вот вы рассказывали про Тукарама Махараджа. Вот, в Чайтанья Чаритамрите говорится, что Шрила Прабхупада говорит, что говорится, что он принял там инициацию, от Господа Чайтанья. Кто? Тукарам. Тукарам, да. Да. Но говорится, что на самом деле Тукарам, он приходил где-то 500 лет до прихода Господа Чайтаньи. Вот Лаканат Махарадж, он рассказывал, что на самом деле говорит, что Господь Чайтанья ему приходил вроде бы как бы во сне, что ли, слышали что-нибудь такое? Потому что Тукарам он не был современником Господа Чайтаньи, он приходил раньше где-то. Я просто повторяю, что написано здесь, в книгах Шрилы Прабхупады. Но вы, наверное, лучше знаю подробности. Абхинандан Прабху
долго путешествовал на падаятре с Логнат Махараджем, поэтому много знает, много подробностей. So he said that he is appeared actually before 500 years before. but in a dream. Yes, he said this. Lokant Maharaj explains that in his dream Lord Chaitanya came and gave him initiation. Like Okay, so Cherry's son, No. Lord Chaitanya, ему, да, And give initiation. явился и вдохновил, And give initiation. дал ему посвящение и вдохновлял его проповедовать над To Keshava Kashmiri also he came in the dream before. There is a long story. Окей. Это другой день. Говорит, что длинная история, как Господь Чайтанья появился в сне Кешаве Кашмире. Но если длинная история, я сказал, на другой день можно слушать. Но Ришавдев часто посещает Ростов, и вы можете спросить его об этом. Уже не так часто, редко мы его очень видим, поэтому будем помнить, чтобы он нам рассказал эту историю. Хорошо, да, хорошо. Сейчас он очень занят, делать туры, как разные храмы и здесь в России, и тоже открыл центр в Армении, в Ереване. Хорошее служение. Харибол. Спасибо, Ришавде. Харе Кришна. Да, пожалуйста. Харе Кришна, Гуру Махарадж, спасибо большое, что радуете нас своим присутствием. Такой вопрос. Расскажите, пожалуйста, историю своей встречи со Шрилой Прабхупадой. Ну, я сначала встретился с Шрилой Прабхупадой через его книги. Я был в Лондоне, увидел Харинам. Это было, ну, можно сказать, до этого я слышал эти записи Харе Кришна мантра и Говинда Мадипуришам, записи, которые сделал Джордж Харрисон, когда Шрила Прабхупада послал преданных в Лондон в 1968 году, и они встретились с Битлсами, и именно Джордж Харрисон любил воспевание святых имен и записал Харе Кришна мантра. So, я был молодым человеком тогда, где-то 18 лет, и мы все молодые люди тогда в Лондоне любили Битлз, и они влияли на всех нас, они интересовались индийской культурой, мы тоже интересовались. Они записали Харе Кришна мантра, и мы любили слушать эти записи. Но в 1971 году я увидел Харинам Санкиртан на улице, на центральной улице Лондона, Оксфорд-стрит, и Мандакини Мададжи продала мне журнал Back to Godhead. Может быть, вы знаете ее? Она была здесь? Да? Ага, хорошо. То она хороший проповедник, да? Да. То потом она пригласила меня в храм, но я должен был поехать в Канаду на каникулы. И я
прочитал журнал в самолете по пути. И когда я приехал в Канаду, я был в Монреале, я жил на квартире друга, и там нашел Бхагавад-гита, как она есть. Мой друг никогда не открыл эту книгу, но я взял эту книгу, и я прочитал целую книгу. И от этого я понял, что если хочешь продвигаться в духовной жизни, надо найти истинного духовного учителя, авторитетного духовного учителя. Тогда на обратном пути я ехал через Нью-Йорк. Я был только один день там, но я увидел большую группу преданных на улице. И я долго смотрел на них, и еще один преданный подошел ко мне и продал мне еще журнал Back to Godhead. Продал мне журнал Back to Godhead, еще один. И он пригласил меня в храм в Нью-Йорк, но я сказал, я улечу в Лондон вечером. Он сказал, есть храм в Лондоне, адрес в магазине, пожалуйста. Есть адрес в журнале. Есть храм в Лондоне и адрес в журнале. То вы можете как посетить храм там. Хорошо, я согласился. На обратном пути я прочитал второй журнал. И когда я приехал в Лондон, через день я пошел в храм. И это было время обеда. Преданные угостили меня просадом. И потом пригласили меня на Харинам Санкиртан. Но мы были где-то 3 часа на Харинаме. И когда мы вернулись в храм, они сказали, подождите, духовный учитель прочитает лекцию сегодня вечером. Надо остаться и слушать. То я согласился, и это был первый раз, когда я увидел Шриле Прабхупаде и Харе Кришна. Я понял сразу, что вот истинный духовный учитель, авторитетный духовный учитель. И через день я еще раз вернулся и слышал еще одну лекцию Шрилы Прабхупады. И потом преданные пригласили меня жить в храме. Так. Я встретился с Шрилой Прабхупадой. Через где-то 3-4 дня меня послали в другой город, чтобы помочь одному старшему преданному Кулишекар Дас открыть новый центр. Но до того, как мы уехали, мы вошли в комнату Шрилы Прабхупады, и он был очень рад слышать, что мы собирались открыть новый центр. И он сказал, очень приятно увидеть таких сияющих брамачари. И он дал нам свой гирлянд как благословение. Харе Кришна. Окей, это пора закончить, кажется.